Элой, что нужно? Фашаф назвал Регаллу врагом, которого вождю Тенакт стоило убить. Ха, да, и правда стоило. Она опасный противник. Ее атака шла точно по плану. Пока ты не вмешалась. Конечно. Они знали положение дел. И знали, что Фашаф должен быть передан на посольстве. И если Тенакт не ждали атаки, значит, она уже давно собирала армию тайно. Ее лагерь должен быть неподалеку. Иначе она не смогла бы выбрать столь удачный момент. Фашаф погиб. Он несколько лет был в плену у Тенакт. Надо же было выжить на Западе, чтобы погибнуть по дороге домой. Ужасная смерть хорошего солдата. Он хотел еще многое сделать. Мечтал надолго установить мир между Карха и Тенакт. Теперь уже поздно. Что будет с телом? Его тело вернут в Меридиан. Фашаф — кузен Короля Солнца и будет похоронен с честью. По всем правилам. Достойный финал для солдата. Мне жаль Назара и Вуадиса. По крайней мере, Назар пал в бою. А жрец Солнца... Что ж, никто не заслужил такой смерти. Я прослежу, чтобы их похоронили как полагается. Это мой долг. Как думаешь, Карха пойдут войной на Регаллу? Похоже, у вас с Тенакт появился общий враг. Поход армии Карха в западные земли могут счесть началом нового вторжения. Король Солнца на это не пойдет. Кроме того, нельзя допустить, чтобы нас снова застали тут врасплох. Ты сказал, что земли Тенакт далеко на западе. А чего мне ждать по дороге туда? Как я уже говорил, сперва ты пройдешь по диким безлюдным землям, а потом по полям Утару. А за ними уже Тенакт. Их земли делят 3 клана. Пустынники, долинники и небесники. Да, я видела их знамена. Ближе всех пустынники. Ух, жестокие люди. Безжизненную суровую пустыню они покоряют и зовут своим домом. А где-то за песками столица всего племени и земли 2 других кланов. Ты будто не уверен. Я лишь слышал рассказы. Во время красных набегов армия Карха пыталась захватить земли Тенакт, но кланы объединились и дали отпор. Они гнали Карха до самой преграды. И никто, кроме самих Тенакт, не знает, что лежит за пустыней? Может, что-то известно ученым в Меридиане. Что-то же написано в их свитках, правда? Ты упоминал племя Утару. Их земли лежат отсюда до земель Тенакт на западе? Верно. Их дом — песня долины. Это мирный народ, особенно по сравнению с Тенакт. Они фермеры, а не воины. Не верится, фермеры сумели выжить на запретном западе? Когда надо, у них хватает боевого духа. Во время отступления после красных набегов их воины гнали наших по горящим полям песни долины. Король Солнца несколько раз предлагал им мир, но пока что они отказываются. Почему, раз они такие мирные? Не знаю. Я слышал, у них полно своих забот. Что-то про нехватку продовольствия. Казалось бы, самое время торговать, но... Нет. Хотят, чтобы их не трогали. Это безлюдные земли? Они самые. Тенакт раньше нападали на всех, кто заходил за свет пустоши. Но когда Ават сверг безумного короля Солнца, он отправил посланников к другим племенам за примирением. И Тенакт согласились создать нейтральную зону. С тех пор Карха и Азерам посягали на эти земли. Но теперь, похоже, их захватили Регалы и ее мятежники. Ну, даже в мирные дни безлюдные земли не были безопасными. Древние руины на юго-западе тому подтверждение. Останки позабытой войны. Ты сказал, что пока ворота были открыты, туда кто-то отправился. А кто? Ну, совсем недавно туда ушли трофейщики, а до них пара отрядов собирателей Азерам.
Еще я видел, как туда отправились два ученых Карха с командой Азерам. Не знаю, даже отчаянные храбрецы они или болваны. Мне пора в дорогу. Желаю удачи. Ворота для тебя всегда открыты, если решишь вернуться. И не волнуйся о своих друзьях. Мы их подлатаем. Спасибо тебе. Береги тебя, солнце, Элой. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Что ж, вот и запретный запад. Целый новый мир ждет меня. Координаты из шпиля приведут меня к Сайленсу и Аиду. А может даже копии Геи. Там будет непросто. Порча, бури, наездники Регалы. Но трудности меня не остановят. Я найду способ все исправить. Как Элизабет. Можно испытать щит-крыло. Зачем ползти, если можно парить? Оставлю при себе. В армии налетчиков той женщины, Регалы, было много машин. Есть лишь один человек, который мог ее такому научить. Сайленс. Но зачем ему это? Помогать мятежникам Тенакт.
забит, но в сумке место есть. Вряд ли я что-то смогу с этим сделать. Сработало! Ого, отлично! Похоже, теперь я могу спрыгнуть с любого утеса. Это ж те собиратели из Света Пустоши. Что-то происходит. Ладно тебе, Геру. Не идеален.
провалиться мне на месте, если это не спасительница Меридиана и моего дела. Лорен, поздоровайся. Привет, рад встрече. Знаешь, если бы не она, меня, скорее всего, сейчас бы здесь не было. То, что Тенакт сотворили на посольстве, ужасно. И все в свете пустоши благодарны за их изгнание. Значит, это твои собиратели? Лучшего места для торговли деталями машин на Западе нет. А скоро мы сможем продавать кое-что еще. Слишком долго Запад был, запретным, опасным. Но что если мы сможем сделать броню столь крепкую и надежную, что тебе больше не придется волноваться о выживании? Было бы интересно на нее взглянуть. Ну еще бы! Поэтому я и попросил своих самых талантливых собирателей найти все для ее создания, а затем показать результат мне. Лучшая броня пойдет на продажу охотникам. Вроде тебя. Повезло мне. А теперь прошу прощения. У меня есть неотложные дела в Скрежете горы. А тебе пока позаботится Лорент. Не терпится узнать, что у тебя выйдет, мой мальчик. Я не подведу. Вот увидишь, все просто обалдеют. Ты должна мне помочь. О чем ты говоришь? Броня. Я сделал дюжину, но все недостаточно хороши. А дальше на Западе есть и другие. Если они сделают броню лучше моей, можно будет попрощаться с призом. Тебя ждет награда, если Керов выберет твою? Еще какая. И у меня есть идеальный вариант. Мне нужны лишь детали. И быстро. Так, может, ты согласишься взять контракт и принести их мне? Что мне нужно найти? Ящики скарабов. Их обшивка может выдержать большой урон, то, что надо для брони. Я уверен. Пожалуй, я смогу помочь. Слава кузне. Так, стадо здесь, неподалеку. Вот контракт, в нем есть все, что тебе нужно знать. Ты разбираешься с машинами, а мои люди подбирают ящики. Я изучу его позднее. Спасибо. Я рассчитываю на тебя. Элой, удалось добыть для меня детали? Пока еще нет. Верный выбор. Я сделаю отличную броню. Не сомневаюсь. Может прочитать контракт, прежде чем идти на охоту.
не будет. Сколько здесь древних обломков. Большое было сражение. Предтечи пожертвовали всем, чтобы замедлить рой Фарва. Дать время новому рассвету. Они знают, что я здесь. Застава с загонами. Может, там Регалы держат свои машины. Надо придумать, как туда попасть. Стоит просканировать тут все и поискать следы. Если отмечу их в визоре, то смогу отследить мятежников или машины. Такой цвет пошел бы моим доспехом.
проверить. Так, давай аккуратно. А, старое дерево наконец рухнуло. Опасность! Ну вот, готов. Чтобы спокойно осмотреться, надо избавиться от врагов.
бежали, когда нас увидели. Эй! Эй! Загонов много, а вот машин не очень. Куда они все делись? Надо заглянуть в пещеру. Главное не запачкать руки. Секач. Похоже, он упал в туннель. Значит, мятежники держали тут секачей. Машины провалились в туннель, который продолжал рушиться и гнал их вперед. Могла ли взрывчатка Ульванда устроить этот обвал? Вернусь в скрежет горы, расскажу Джаваду. Туннель заблокирован. Нет, тут я не пройду. И как выбраться назад? Может, я смогу продать этот зеленец?
Это половина моста. Но как мне опустить другую? Может, визор подскажет, что делать с мостом? Вот так. Мост опущен.